Привет, мои дорогие! День просто сумасшедший, начался с сбросов. Лавров еще вчера, я вам уже об этом писал. Они, конечно, российская сторона раньше узнают, чем кто-либо. И сливы, и вбросы начались. Не те сливы, как вы подумали, да, а именно сливали информацию очень сильно. И слили разговор через Bloomberg. Да, Bloomberg где-то достал этот разговор, неудивительно. И слил его. Неудивительно, потому что разговаривали через WhatsApp. А вот это удивительно, потому что WhatsApp принадлежит Мета, а Мета является террористической организацией в России. Но все россияне пользуются WhatsApp и думают, что их никто не слушает. Вот и слили, понимаете? А теперь, понимаете, за голову все держатся и рассказывают о дипломатии. Так есть же там другие всякие площадки, через которых можно общаться без всяких проблем. Общаться в террористической, террористически признанной организации через их мессенджеры, а потом ждать, что они сольют. Конечно, сольют. Слили эти данные, и Ушаков сегодня об этом разговаривал. Название у нас «Вбросы и сливы», дорогие мои. Их очень много, прям огромное количество их. Поехали, сегодня Дони-младший, но... Еще хочу сказать заранее, да, что у нас вырисовывается очертания хитрого плана Трампа. Об этом поговорим позже. Поехали. Дони-младший пишет, что все критики Стива Уиткофа хотят провала любого мирного соглашения по Украине, чтобы можно было бесконечно продолжать войну. Это все те же акционеры. Такое ощущение, что эти медиа и придурки из глубинного государства никогда в реальном мире не успешно заключали ни одной сделки. Совершенно очевидно, что почти все критики Уиткофа хотят провала любого мирного соглашения по Украине, чтобы можно было бесконечно продолжать эту войну. Хватит, значит хватит. Но они не могут ее бесконечно продолжать. Там есть проблемы огромные, о которых Дрискл говорит. И намечающаяся гуманитарная катастрофа идет следом за этими проблемами. Поехали. Дмитриев пишет сегодня. Это все после сливов этих. Да, и это хорошо, финансируемая, хорошо организованная, злонамеренная медийная машина, созданная для распространения фальшивых нарративов, очернения оппонентов и удержания людей в состоянии замешательства, подчеркнул Дмитриев. Но тут же Венс его подхватил и отметил, что... отметивши, что медиа лгут, чтобы сорвать повестку Трампа. Понятно, наши глубинщики. Дорогие мои, вы меня все спрашивали по поводу дочери. Уже ходит. Немного, конечно, но проходит какую-то дистанцию. Устает, отдыхает, потом опять проходит. Мы ждем сейчас снимка, и уже после она идет к реабилитологу потому что у нее там есть проблемы с поворотами. Так что все хорошо, спасибо, дорогие мои, всем тем, кто молился и до сих пор молится. Огромное вам спасибо, дорогие мои. Поехали дальше. Еще. Понимаете, если вы помните, Асисяи, да, были такие, помнят, моего возраста люди точно помнят. Канцлер Германии Мерц в ходе выступления в Бундестаге заявил, что Путину необходимо осознать, шансов выиграть войну у него нет. Серьезно, Он подчеркнул, что сохранение мира в Европе является одним из ключевых принципов его правительства и отметил необходимость прекращения войны в Украине, однако не на условиях, которые могли бы означать фактическую капитуляцию. Хорошо, окей. Давайте продолжайте дальше торговать миром, дорогие мои. Поехали. До конца года вложения союзников в программу PURL по закупке американского оружия для Украины достигнут $5 миллиардов, заявил Рютте, это генсек НАТО. То есть примерно по $1 миллиарду в месяц мы идем по графику поставок всего оружия в Украину. Это не только инициатива PURL, есть еще чешская инициатива по боеприпасам и усилия Литвы и Дании по закупке оборудования для оборонной промышленности у Украины. И европейские страны продолжат поставлять оборудование из своих запасов. Конечно, после 3-4 лет войны эти запасы сокращаются, но поставки все еще возможны. Да, и мы, дорогие мои, именно, как это сказать, да, все готовимся к мирному плану. Если с таким, серьезным лицом, да, вот этот пункт надо убрать, а этот
На самом деле тут совсем другая хитрость, которую потом в конечном итоге Трамп расскажет. Окей, Associated Press написал, что энергетический кризис повлиял на готовность Украины вести мирные переговоры, заявил АП высокопоставленный украинский чиновник. Это срочно из-за энергетической ситуации в Украине, срочно из-за того, что нужно украинцам этой зимой, срочно с точки зрения борьбы, сказал чиновник. Атаки на электрическую и газовую инфраструктуру страны наносят тяжелый ущерб Украине и экономике, и эта ситуация может повториться в следующем году, если война продолжится, отмечается в статье. Напомним, по данным СМИ, также Украину к переговорам склоняет США угрозой остановить военную помощь. Там совсем другое. Там фронт больше. Фронт. У них нету ничего. Они не успевают по своим графикам. Россия, конечно, все прекрасно понимает. Сейчас я вам просто объясню. Россия видит, что поставки, которые необходимы для Украины, для того, чтобы они держали фронт, немножечко задерживаются. Плюс бьют по логистике, плюс бьют по тем складам, из которых Украина подпитывала фронт. И в результате у них там, как это называется, знаете, пропасть такая. Что мне тоже делают замечания, там, локации и всякие такие слова, заменять их, да, там, на некрасивая локация, красивое место. Я хотел сказать там gap, gap это типа пропасть. И вот именно большая пропасть у них сейчас. И Россия этой пропастью пользуется. То есть все давление идет, а у них шухер. Основная задача – это сейчас остановить Россию. Любым там способом. Трамп сейчас как раз и играет, инсценирует эти, как он медиатором является. А пофиг России, погнали. В день, я вам каждый вечер читаю. Кому с утра, кому с вечером, кому с ночи. Поехали дальше. Урсула. Еврокомиссия готова предоставить юридический документ по использованию замороженных российских активов. Она также подчеркнула, что будущее Украины в Евросоюзе и что ЕС обязан обеспечивать Киеву устойчивую финансовую поддержку. Да нет. Просто они хотят распаковать эти деньги для того, чтобы с этих денег заплатить ВПК, получить свои бабули с этого и продолжать войну. Им пофиг, кто там умирает на самом деле. Главное бабки забрать российские. 140 миллиардов. Там можно хорошо украсть. Хороший процент украсть. Поехали. Бывший экономический советник Зеленского, Родянский, дал интервью «The Economist». И это очень интересная статья. Зеленский вряд ли, вот о чем я и говорю, да, вы смотрите немножечко глубже. Смотришь на Зеленского и смотри на Кучму сразу же. Та мразь тоже ненавидит украинцев на самом деле. И готовы их убить, только забрать эти все земли. Я вам просто объясню украинцам, что это такое. Если ты живой, то тебе нужно какие-то там выплачивать. Там, ты на что-то претендуешь, на какие-то ресурсы. Это же в Конституции все прописано. А если ты мертвый, или ты спетлял, то ты ни на что не претендуешь. Так же, как и вот эти вот там приезжие, да, которые, я имею в виду, там, непальцы, и кого они там загоняют в Украину. Ни на что не претендуете. Если в Украине живут там миллионы людей, миллионы, да, десятки миллионов, то из них огромный процент это пенсионеры, которым надо платить, да, плюс социальные программы, плюс все остальное. Зачем вы им нужны? Вы ему не нужны. Там все говорят, что ему там много лет, да ему немного лет. Может там для обычного жителя, который там живет до 60, до 70, да, это много. А для него, которого там колят постоянно чем-то, вы даже не знаете, чем его колят, он там нормально все понимает. Так вот, ему нужно очистить от вас землю, чтобы из этой земли копать и продавать, и наживаться. Зачем вы там нужны на этой земле? Кормить вас, пенсии платить, еще что-то, какие-то социальные программы, выплаты, дороги вам строить. Одну построил, чтобы по ней ездили за ресурсами и вывозили их. Все. И больше и одну железную дорогу. А вам не, зачем? Вы там бастуете, выходите, майданы делаете и все остальное. Не нужны вы ему в Украине, ему земли нужны. Поехали. Зеленский вряд ли добровольно сменит курс. Смотрим на Кучму. Он продолжит перекладывать вину на нижние и боковые звенья и утверждает, что любые разговоры о политических изменениях лишь помогают России. Там же у Кучмы есть его зятек хорошенький, вы его знаете, Пинчук.
Может ли он рассмотреть другой сценарий? Только если скандал в сочетании с обременительным мирным планом поставит его перед выбором лично принять крайне непопулярное решение или уйти в отставку. Нет, дорогие, не дождетесь. Его нужно именно замочить. По-другому никак. Оно пока живое, пока оно может хрипеть там на экраны телевизоров, оно будет делать все против украинцев. Для партнеров Украины сейчас табуированным вопросом является не то, насколько распространена коррупция, а то, является ли нынешнее руководство частью решения или стало ли частью проблемы. Украинские солдаты все еще выигрывают время на фронте. То будет ли это время использовано для реформирования скомпрометированной системы или просто для продолжения существующей политической серии, определит не только качество возможного мира, но и тот, кто останется, чтобы его подписать. Вот так вот, мои дорогие. Там Зеленский, мне кажется, он, знаете, замкнул на себе интересы очень многих людей. И вот как это... Есть тело, есть дело. Поехали. Генпрокуратура Молдовы. Сейчас я прочитаю, потом будем думать, да, что пишет там по поводу того, что происходит. 20 ноября на таможне Леушены Альбица был обнаружен грузовик с боеприпасами и беспилотником Герань-2. В грузовике также находились переносные ракетно-зенитные комплексы и запасные части к ним. Боеприпасы ввозились из Украины контрабандой, замаскированными под металлические изделия с указанием назначения Израиль. Лица, ответственные за оформление экспортных документов, арестованы. Понимаем, да, для чего это делалось? Какую-то провокацию где-то хотели сделать, и на кого-то эту провокацию хотели списать. И перевозили через молдаван. Ах, блин, молдаване взяли и спалили контору. А потому что боялись, что могли сделать на их стороне провокацию. Потому что там же прилетел дрон. Но это не боевой был дрон, который упал на крышу. Причем как-то так интересно он упал, как будто его положили. Потому что, когда дрон падает, там и эту крышу проламывает, и дрон выглядит не как будто новенький. Вы посмотрите, там фотография реально, ну вот я вам показывал, да, как будто он лежит именно, вот его положили на крышу. Дроны так не падают. Если, ну так, вы бутылку просто скиньте, да, просто обычную стеклянную бутылку скиньте, там с той высоты, она пробьет ту крышу. Запросто пробьет, и разобьется, и сама пробьет ту крышу. Они его на крышу положили. Сегодня эти индивидуумы притащили его к Санду, показывать его. Так, заявление Трампа, и тоже по ним немножечко разруливаем. Зеленский хотел бы приехать в Белый дом, но сначала мы должны заключить сделку. На следующей неделе Уитков и, возможно, Кушнер встретятся с Путиным в Москве. 28-пунктный план был бы просто концепцией после пересмотра каждого из 28 пунктов, и их количество сократилось до 22. Многие из них были решены, причем очень благоприятно, дорогие мои. Поехали дальше. У меня нет крайнего срока для Украины по заключению сделки. Я жду, когда все закончится. Прогресс в переговорах есть. Украина показывает себя хорошо и довольна довольна результатами, то есть Украина. Переговоры с Россией продолжаются. Так они еще и не начались, они только. Причем это же разговаривали через там Будановых, да, там СВР, Буданов, то есть это спецслужбы говорили только. И все. Стороны обсуждают взаимную передачу земель и попытку очистить границу. Нельзя провести границу через середину дома, нельзя провести ее через середину шоссе. Это сложный процесс. Главная уступка России заключается в том, что они прекращают боевые действия и не захватывают больше территории. Вот на этом немножечко остановимся. Судя по развитию событий, ситуация движется в одном направлении. В ближайшие месяцы, эти земли могут оказаться под контролем России. Это, я думаю, быстрее. Поэтому необходимо действовать уже сейчас, пока ведутся переговоры и есть шанс договориться. Теперь вот берем последний пункт. Не пункт, а о чем он говорил, да? И с предпоследним. То есть, понимаете, да, в чем скорость такая? И посыл в чем всех этих мирных переговоров? То есть они пытаются этими мирными переговорами приостановить Путина.
Ну, типа, главная уступка России заключается в том, что они прекращают боевые действия и не захватывают больше территорий. То есть тот скандал Миндича – это внутренний политический скандал, за которого Зеленского сожрут уже в любом варианте. То есть при перемирии его сожрут. Поэтому Зеленскому нужно продолжать все. Но при этом, убегая от этого скандала Миндича, чтобы его не сожрали внутри, он прибежал к Трампу. А Трампу это как раз и выгодно. И Дрискл, когда приехал туда, он ему сказал, ну я вам прочитаю, там целый, он реально давил. Он говорил, чувак, у тебя нет времени. У тебя нет ничего. У нас вот по данным, которые есть, ты не зря же в Абу-Даби приезжали разведчики, потому что те предоставляли Америке свои данные. Ну, не в полном объеме, а именно в том, который можно предоставить. Конечно, украинская сторона рассказывает, что там нет никого, а российская сторона рассказывает, что мы там, и там, и там. Ну, он, конечно, посмотрел, сравнил со своими данными, увидел, где Украина реально врет, потому что Буданов, вы помните, там лично контролировал освобождение Покровска, похоронил элиту, которую по ложечке наскребли где-то, да, там по чайной ложечке. И вот он там разваливал военным представителям, потому что уже Уитков вместе с Рубио, да, они там свои задачи выполняют. Военные выполняют свои задачи. И вот военные как раз и смотрят, какие есть. Так вот, при изучении той обстановки, которая есть на самом деле, Дрискл ему сказал, чувак, тебе хана. И вот Трамп как раз включает программу медиаторства для того, чтобы вот этими мирными договоренностями приостановить боевые действия для того, чтобы Россия прекратила захватывать в огромном количестве территории Украины. Но вы слышите, да, и Пескова, мы ничего не знаем, мы ничего не видим. И все. К нам никто ничего, с нами никто ничего. А потом, опа, всплывает один разговор, второй разговор, третий. Я вам его прочитаю, чтобы мы все были в объективном понимании. Вот, конечно же, и Молдова, дорогие мои, точнее не это, а вот она. Вот они притащили этот дрончик, смотрите. Ну, что такое упавший дрон с целыми крыльями? Понятно, что Украина им привезла, они его положили себе там на дом. А потом впоследствии вот это вот они привезли к послу, да, российскому, Озерову, и устроили там перформанс. Надо его к Санду привести, показать Санду, пусть Санду смотрит на него. Ну окей, пока там у нас идут перемирия, пока у нас там Трамп занимается медиаторством, у нас концерн Калашников сообщил о полном выполнении госконтракта 2025 года на производство, еще не закончился, да, 5,45 автоматов АК-12 образца 2023 года. Все изделия переданы заказчику в установленные сроки. Отметим, что АК-12 остается основным штатным автоматическим оружием военнослужащих России. Так что война войной, да, обед по расписанию, и все, что нужно, подается на фронт оперативно. Ну, оперативно. Поехали. Украина заявила, что США в Женеве, что не примет никаких признаний оккупированных территорий и не будет вносить никакие... Вот это уже называется вбросы. То есть вот... которые проводят вот эти медийные кампании, корпорации целые медийные. Ну, понятно почему, да. Поэтому мы видим, да, со стороны то, что происходит непосредственно на переговорном треке. Там давят Украину, я вам сейчас прочитаю, да. Мы видим, что заявляет Кэролайн Левит, да. Мы видим, что заявляет Трамп, что заявляют российские переговорщики. Я тоже поставлю там. Вот. И собираем из этого именно реальную картину. Но когда появляются там какие-то определенные вбросы, ну так это вброс, реальный вброс. Не примет никаких признаний оккупированных территорий. Ну окей, квакай, ну это я вам просто хочу вот именно к тому, что вбросы и сливы. Поехали дальше, дорогие мои. Генеральный секретарь НАТО Рюте допустил возможность завершения войны до конца года. Ну, мне нравится это, возможность завершения войны, и при этом он показывает план, с которым они каждый месяц собирают по 1 миллиарду для Украины.
В интервью испанскому изданию «Эль Паис» он утвердительно ответил на соответствующий вопрос, однако подчеркнул, что любые прогнозы остаются неопределенными. Это нормально, это, как говорится, в их рамках, ну, в их формате. Ну и теперь непосредственно слитый разговор, да, который предоставили Bloomberg. Конченое такое издание на самом деле. Они, экономист. Вот, поехали. Потенциально большой скандал в США. Bloomberg опубликовал стенограммы, как утверждается, телефонных разговоров помощника Путина Ушакова со спецпредставителем Трампа Уиткофом и Кириллом Дмитриевым. Источник происхождения записей Bloomberg не раскрывает. Цукерберг, кто еще может быть? Цукерберг слил. Так же, как и... Потому что Цукерберг на стороне как раз демократов и вот этих глубинщиков. Он же и педофил, его же тоже там судили по этому делу. Ну, по поводу Инстаграма, что в Инстаграме куча педофилов, которые просят детей раздеваться там и все такое. И он там петлял. Плюс он присутствует в этих списках Эпштейна. Также он присутствовал у PDD на вот этих всех вечеринках. Конечно, этот конченый слил все данные. Россияне, какой WhatsApp? Серьезно? Какой WhatsApp? Так же, как, ну, вот, знаете, именно на каких уровнях все всплывает. Так же, как и пока невозможно подтвердить подлинность этих бесед, но противники уже их подтвердили, эти подлинности. Но противники Уиткофа из числа Западной партии войны уже используют эти записи, чтобы доказать, что план Трампа из 28 пунктов составили на самом деле в Москве. А сам Уиткоф управляется Кремлем, или как минимум с ним очень тесно сошелся. Вот это их задача была, да? В первом разговоре Уиткоф советовал Ушакову, что Путин должен поговорить с Трампом. Я бы принял это решение и просто повторил, что вы поздравляете президента с этим достижением, что вы его поддержали, что вы уважаете его как человека мира и что вы действительно рады, что это произошло. Поэтому я бы так и сказал. Думаю, это действительно хорошее решение, потому что позвольте мне рассказать вам, что я сказал президенту. Я сказал президенту, что Российская Федерация всегда хотела мирного соглашения. Я так считаю. Я сказал президенту, что верю в это. И я считаю, что вопрос в этом, что у нас есть две страны, которым трудно прийти к компромиссу. И когда мы это сделаем, у нас будет мирное соглашение. Две страны, это Украина и Британия, скорее всего. Я даже думаю, что, возможно, нам следует разработать мирное предложение из 20 пунктов, как мы это сделали в Газе. Мы составили план Трампа из 20 пунктов и из 20 пунктов 20 из которых были направлены на мир. Я думаю, что, возможно, мы сделаем то же самое с вами, сказал представитель Трампа советнику Путина. Возможно, он скажет президенту Трампу: знаете, Стив и Юрий обсуждали очень похожий план из 20 пунктов по достижению мира. Это, по нашему мнению, может немного сдвинуть ситуацию с мертвой точки. Но что здесь плохого делает Уиткоф? Уиткоф показывает и подсказывает, как разговаривать с Трампом для того, чтобы заключить мир. Мы открыты для подобных вещей, для изучения того, что потребуется для заключения мирного соглашения. А я вам скажу, я знаю, что потребуется для заключения мирного соглашения. Донецк и, возможно, где-то обмен территориями. Но я говорю вместо того, чтобы повторить так, давайте говорить более оптимистично, потому что я думаю, что мы придем к соглашению. Я думаю, Юрий, президент предоставит мне достаточно пространства и полномочий, чтобы достичь соглашения, сказал Уиткоф. Также Уиткоф посоветовал Ушакову, что Путин позвонил Трампу накануне визита Зеленского. Речь идет о середине октября. Что и было сделано. В расшифровке беседы Кирилла Дмитриева и Ушакова идет речь о подготовке ими своей версии мирного плана, который затем был предоставлен Уиткофу. Агентство утверждает, что разговор состоялся 29 октября. Мне как это 29 октября? Тут тоже вот вбросы идут, потому что Мерц знал о разработке мирного плана еще в начале октября. Мне кажется, вот эту бумагу просто мы сделаем как бы в нашей позиции. И я просто неформально прямо передам, что все это неформально, а они пусть делают как свою. Но я думаю, что они не совсем нашу версию возьмут, по крайней мере, максимально близко к ней, сказал Дмитриев. Они могут потом переиначить и все. Но есть такая опасность,
есть. Ну ладно, ничего, посмотрим, ответил Ушаков. Вот это вот то, что выбросили в люди, дорогие мои. Поехали теперь непосредственно по самому Дрисколу, который рассказывал Украине. И, наверное, дорогие мои, там уже дальше пойдут. Ну еще немного Пескова я вам дам. Вот. И хватит. Что уже время достаточно. Интересненько, да, сейчас происходит. На прошлой неделе в Киеве в ходе официальных переговоров министр армии США Дэниел Дрискол сказал украинской стороне: вы проигрываете. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники, присутствующие на встрече. Дрискол предупредил, что ситуация на фронте критическая. Россия наращивает темпы и масштаб авиационных ударов, а ее способность вести войну неограниченно долго остается неизменной. Американская оборонка, в отличие от российской, не способна поддерживать Киев прежними объемами вооружения, особенно тех, что критически нужны для защиты инфраструктуры. Затем ПВО, ракет и боеприпасов, точнее систем. Это впервые озвучено официально на таком уровне. Американская делегация дала понять, что позиции Украины будут ухудшаться, и именно поэтому сейчас последний момент, когда можно обсуждать мирные договоренности, пока страна не оказалась в еще более слабом положении. Один из источников прямо сформулировал суть послания: вы проигрываете, и вам нужно принять эту сделку. Речь идет о проекте мирного плана, который Вашингтон выработал, а Киев воспринимает его как уступку Москве. Окей. Не уступайте, останетесь вообще без ничего. Однако главное остается за кадром официальных сводок. По слухам, визит Дрискола касался не только фронта. Ему поручили провести аудит американской помощи. Трамп обязал выяснить, сколько оружия и вооружения исчезло, сколько средств осели в чьих-то карманах и какую роль в этом играют люди из ближайшего окружения Зеленского и сам Зеленский. Эта тема пока не выводится в публичное поле, но используется как давление. Однако уже очевидно, когда Вашингтон говорит о необходимости мира, он говорит не только о военной ситуации, он говорит о доверии, о том, что слишком много Патриот, Хаймарс, дронов и ракет, поставленных Украине, так и не дошли до фронта. И в итоге, нравится это Банково или нет, Зеленскому придется отвечать за каждый исчезнувший доллар. Ну, я лично подвожу со своей стороны, именно со слов Трампа, не беру чей-то анализ, а именно со слов Трампа, что Трамп сейчас понимает, что если не остановить, то он, не Зеленский, не Кучма сраный, а именно Трамп останется без ничего, без денег, да, которые они подписали, да, там, вот этот редкоземный договор. Окей, заявление Пескова, дорогие мои. Не стоит делать преждевременные заключения о скором завершении войны в Украине. В разных странах, в том числе и США, многие будут пытаться сорвать мирный процесс. Дата визита Уиткофа пока не определена. Дорогие мои. Окей. На этом пока все. Буду готовить новости, уже включая ситуацию на фронте, ближе к вечеру. Для многих это к утру. Подписываемся обязательно, дорогие мои, кто не подписан. И я вас всех обнял.